предбритвенные поболтушки. В этот раз они получаются достаточно необычные, потому что тема сама по себе будет такая, какой я вообще никак не ожидал. Но прежде чем мы приступим, послушайте просто музыку. Я еще не знаю, как она будет. Знаю лишь, что она будет соответствовать тому, что сейчас творится на улице. Это солнце, это весна, это журчи, журчи. Ну вы поняли. Короче, ребята, пришла весна, и музыка будет соответствующая. Soon giving in is time, 'cause we're falling apart. Love didn't find your heart. Nights didn't count, lies didn't count at all. Love didn't find your heart. Silence didn't count, it tear us apart. Руслан, дружище, извини, я бы с удовольствием тебе помог, но мне как раз 1 299 000 не хватает. Надеюсь, ты выкрутишься как-то, хотя по-человечески я тебя понимаю. Комментарий от Рамзея. Он был не под последними видео, там уже, наверное, 1-2 видео тому назад, но достаточно такой злободневный, я бы сказал, вопрос. После того злополучного видео, когда деревянной ручкой у меня выпал узел у мужского материка, Рамзей пишет, что посмотрите, какие перекупы, ничего сами не делают, покупают там-то, делают здесь ручки, вклеивают и продают втридорога. Рамзей, я с тобой не согласен. Не согласен по многим причинам. Первая и основная. Эти люди хоть что-то делают. Да, узлы они не производят по вполне, в принципе, для меня лично понятным причинам. Но они делают ручки, которых вы больше нигде в мире не найдете. А по поводу производства узлов, вы знаете, на эту тему очень любят говорить диванные теоретики, любят говорить, которые думают, что вот так, и все, и вот и сделал. А что ты там? Да вот здесь. А вы сами попробуйте. А есть люди, которые пробовали. Вы думаете, у нас в России барсуков нет? Есть.
Есть вполне себе сырья у нас навалом, но вы попробуйте организовать производство барсучьих помазков у нас здесь в России. Задавят. Задавят разрешениями, задавят налогами, задавят тем, всем, пятым, десятым. Вы пока пройдете справки, все соберете, вам на пенсию уже пора нужно будет выходить. И то не факт, что вы успеете за все это время. Идите, попробуйте, потом придите и поделитесь. А если у вас получится, мы все вместе вам медаль на пузо пришлепаем. Вот, смотрите, человек. Все говорят, а он делает. Но, к сожалению, вы тоже говорите и ничего не делаете. Это я все к тому, что ругать-то оно легче всего. А вот что-то пойти самому сделать, это тяжелее всего. Да, часть у человека берется там, часть человек делает здесь, но он делает. Делает. Если мужской материк такой плохой, ну, назовите мне еще хотя бы там 3, 4, 5 таких плохих людей, которые хоть что-то делают для нас здесь, на территории России. Много вы их сможете назвать? Я думаю, что нет. Я не хочу вешать им какую-то медаль на пузо и говорить, вот смотрите, ребята, они хоть что-то делают. Нет, этим ребятам тоже есть куда стремиться, есть что делать, но, по крайней мере, они в начале пути, они уже первый шаг сделали, и они уже начали подниматься по лестнице. А некоторые эту даже лестницу еще и не видят. Но зато сидят и перед экраном, о, барыги, ты смотри, перепродают. Я бы не хотел, чтобы вы такую позицию занимали. Ну а что касается качества мужского материка, я тут с вами тоже не согласен, потому что если вы погуглите непредвзято, а вполне себе осознанно, то вы очень быстро начнете удивляться, потому что истории про рассыпавшиеся, не выпавшие, а рассыпавшиеся. То есть человек покупает помазок, и он у него сыпется, 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 и в конце концов вообще разваливается. Вы такие истории можете найти, знаете про что? Про Зенит Манжурец 506А. Про Шеймак можете найти, про Волфикс можете найти. И на этом список не кончается. Я всего лишь хочу сказать, что это не повод говорить, что Зенит какашка, Шеймак какашка, Симпсон какашка. Нет. Это всего лишь говорит о том, что да, такое время от времени случается. Вот когда это уже на регулярную основу переходит, вот тогда это уже плохо. Но здесь из-за одного единичного случая, ну пускай двух, ну не повод ставить клеймо и ругать людей. Если у вас есть что-то по существу предложить, серьезное какое-то улучшение, сказать, что вот, ребят, смотрите, вот вы делаете так-то и так-то, вот это на самом деле не есть good. А если вы сделаете вот так-то и так-то, то нам всем это будет лучше. Вот если у вас такое что-то есть, то, конечно, скажите. Ну а просто выйти и поругать, что там барыги, там купили, здесь вставили, перепродают. Ну, это не конструктивно. Если мы все будем сейчас, значит, за вами повторять, то ничего не сдвинется в России. Никто ничего не сделает. А все будут хаять, все будут ругать. Я все это к тому, что если по делу и критикуешь, предлагай. То есть заругал, что-то предложи. Вот это вариант. А просто выйти и сказать, нет, это не прогрессивный путь развития. Скорпион СПБ написал тут интересное письмо, что он достаточно долго сидел на кассетниках, и сейчас он решил приобщиться к миру Т-образных станков, влажного бритья, купил себе, если мне память не знаю, Эдвин Джаггер. Молодец, хороший выбор, хороший. И спрашивает, Вадим, а про какую такую экономную часть бритья ты говорил? Потому что я вот смотри, я только-только начинаю, и как бы я уже потратил вон сколько. Тут видишь, какое дело. Тут все будет зависеть от того, как к этому относиться. Если относиться к влажному бритью Т-образными станками, как к процессу, как к необходимости, ну точно так же, как вот все относятся, допустим, к тем же самым кассетникам, да, то да, бюджетное бритье вполне себе это возможно. То, что я сейчас скажу, хлопцы могут дополнить еще не одним, не двумя, не тремя, не 5 вариантами. Вот смотри, допустим, я решил встать на путь экономии. Я могу спокойно себе взять рапиру или
Тот же самый Эдвин Джаггер 89, вот, который вот ты себе сейчас прикупил. И в станках все, я мог бы уже остановиться, потому что у меня уже два хороших инструмента. Один, допустим, недорогой рапира 150-200 рублей, и другой достаточно серьезно стоящий, это Эдвин Джаггер 89. Но это та же самая 89-я голова, только произведенная в Англии и с гораздо больше эстетической составляющей, наверное. Хотя это все такое достаточно имховое, но Эдвин Джаггер мне чисто по эстетике больше нравится, чем Мюлле. Но это мое личное мнение, там кто-то может не согласиться, кто-то может подтвердить. И все, дальше лезвия пошли. Если ты в качестве новичка, то ты обязательно должен взять там 3, 5, 8, 10 пачек разных лезвий и попробовать, а что же, собственно, тебе заходит больше. Если после того, как нашел, просто спокойно покупаешь эти лезвия и бреешься ими. Физер, про который ты говорил, да, не дешевые, но мы же говорим об экономичном бритье. Поэтому на 89-й голове я спокойно мог бы порекомендовать рапиру Platinum Plus, к примеру. Ой, люкс, прошу прощения. 11 рублей пачка. Там даже не важно голову забивать, сколько раз лезвием бриться. Раз побрился, выкинул, раз побрился, выкинул. Если не это, то спутник вполне себе годный. И раз уж речь зашла о физере, на мой взгляд, они не только самые острые, но еще и дорогие самые. Поэтому тут как бы вот это вот все надо еще принимать во внимание. То есть в разговоре сейчас пошли самые дорогие, на самом деле их там много. Есть еще и средняя ценовая, и совсем недорогие, как рапира Platinum, к примеру. Но это самые дешевые, ну самые недорогие, 11 рублей, там 12 рублей, сколько они стоят. Так что повыбирать есть в чем. Косметика. За недорогую косметику тот же самый знахарь, тот же самый спорт или старт, как он там называется, тюбики вот эти все из зубной пасты, говорить, наверное, не приходится, потому что многие ударяются в что-то более-менее посерьезнее, там прораза, цело и прочее. После того, как пройдут вот эту вот школу прораза, цело, начинают смотреть по сторонам, уже на каких-то артизанов заглядываются. И даже банка в 15-20 евро за 100-150 грамм никого не останавливает, потому что люди со временем начинают понимать. Да, он взял то же самое твердое мыло, допустим, отдал 15 евро тушканчиков вот за такую банку, так он за год-то ее не смылит. Ну, сможет смылить при условии, что он каждый день бреется. А если через день, за год, ну, маловероятно. Ну, а инвестировать в бритье, допустим, те же самые 15-20 евро за мыло на год, ну, это ж недорого, согласись. С автошейвом та же самая история. Начиная от того, что просто пошел в магазин за 100, 150, 200, 500, 1000, полторы, 2 взял то, что тебе нравится, или что-то за бугром приобрел. Но за бугром сейчас достаточно сложно все, потому что алкоголь перестали слать. Поэтому вот все рассчитывается как бы на Россию. По итогу, ну, в 300, в 400, 500 рублей при стартовом пакете уложиться, чтобы купить его, вполне себе можно. А ежемесячное бритье, ну, стоимость мыла пускай будет 20 евро, стоимость автошейва пускай будет тоже 20 евро. Вот 40 евро, ну и лезвие. Если, допустим, брать, ну, средний какой-нибудь, там, я не знаю, ну, 40 рублей, 30 рублей пачка в месяц. Ну, вот считайте, то есть, ну, в те же самые 100-150 рублей можно уложиться. То есть, кассетники, вот как вы там написали, что 120 рублей, да, вполне себе, но тоже же нужно понимать, что вот как то, о чем я сейчас говорил, как и то, что вы говорите, у разных людей по-разному. У кого-то эти кассеты быстрее вылетают, кто-то наоборот одной кассетой может полгода-год бриться. То есть тут как бы вот все достаточно имхово. В завершении хочу сказать, что да, это возможно, но мало кто идет по этому пути, потому что как только вы берете Т-образный станок в руки, вы попадаете уже не на путь, скажем так, техногенный, вы попадаете маленечко в другой мир, где вы начинаете понимать, что это дает, как это сделать лучше, и вы начинаете включать свой пытливый ум, и он вас начинает вести по всем вот этим вот закоулкам, выводя иногда в такие совершенно непредсказуемые места, где столько вкусности лежит, что вы, да, хотите того или нет, можете соблазнам поддаться. Поэтому тут как бы все зависит от вашего этого стойкости, характера. Так что тут каждый выбирает сам. Да, возможно, но не каждый может себе это позволить. Как дорогой путь, так и недорогой путь. Ну, надеюсь, я ответил. Федор Березнев написал очень интересный вариант, свой опыт,
которым он поделился, за что ему огромное спасибо. Его информация сводится к тому, что, используя Rockwell 6S, ну, C, S, неважно, там, тут фишка в другом. Он просто берет одну плиту, проходит на один проход, а потом эту плиту уменьшает. В его случае он с 5 переходил на какую там, на двойку, да? Или с чего? Да, с 5 на двойку, а с тройки на единицу. И получил настолько мягкое бритье, настолько комфортное, что он просто сам подобалдел. Почему именно в этом видео я говорю об этом? Потому что, ребят, я совсем недавно столкнулся для себя с очевидным невероятным. То есть я вот по сути я не знаю, что человеку сказать. Потому что бы я ему ни говорил, он режется, режется, режется. И с него прям кровище течет. Александр Гладченко. Я постараюсь максимально объемно привести нашу переписку, дабы вы поняли, в чем там суть. Я не знаю, что сказать Александру. Потому что бы ни советовал, как бы ему ни говорил, в конце концов он даже Rockwell взял. И Rockwell на 3-й плите умудрился устроить себе кровопускание. То есть, я не знаю, что у человека там не так. Я не знаю, как у него там все завернуто. Я вот не знаю, что сказать. Вот, Саш, будешь смотреть это видео, наверняка парни будут какие-то свои советы давать. Ты постарайся максимально подробно обрисовать свою ситуацию, потому что она, честно сказать, для меня как минимум странная. Потому что порезаться Rockwell на 3-й плите, ну блин. Это на станке, который совершенно наплевательски относится к лезвиям, и который он вообще к технике не требователен. Он не накажет тебя, если ты нарушаешь технику, а ты умудряешься резаться. Вот я и пытаюсь понять, как ты это делаешь, дабы рассказать всем, чтобы они вот мимо этого прошли, и чтобы их это не коснулось. Вот эта сторона тоже интересует. И еще один момент. Джой Макмиллан. Джой Макмиллан рассказывает, что он тоже перешел на тэшки, но тут как-то случилась оказия, что он опять волею обстоятельств побрился кассетником, там то ли одноразовым, то ли еще чем-то, но не суть, то есть вот то, чем раньше брился. И очень удивился, как у него это легко и просто получилось, и качеством бритья. Он не забывает сказать, что при этом он использовал и подготовку, и все как положено, но тем не менее то качество, которое он получил от кассетника, ну, порадовало человека. Ну, Джой, я рад за тебя искренне. Но с другой стороны, ты же побрился, правильно? Это уже хорошо. И еще один немаловажный момент. Вот в твоем письме, к сожалению, я этого не нашел. После того, как ты этим кассетником побрился, как скоро у тебя появилась щетина? Насколько медленнее или быстрее она выходила, если бы, допустим, ты как вот тэшкой обычно бреешься? Вот это ты, к сожалению, не указал. Но, ребята, вы все тут хором рассказываете про кассетники и прочее, что, пожалуй, не в это видео, а в следующее видео, наверное, тоже вычехлю, сниму чехлы со своего кассетника, тем более, что он DS Cosmetic прислали подобную штуку. Ну и будем бриться этим кассетником. Пока еще не решил, как это сделать. Или полностью побриться кассетником, а потом просто ждать, через сколько появится щетина. Или, как мы это иногда практиковали, одну сторону побрить кассетником, другую там тэшкой какую выберем, какую тоже еще пока не знаю. Ну и посмотреть. Короче, вот что вы думаете об этом, было бы интересно в комментариях почитать. Но кассетник, пожалуй, мы все-таки выдернем. Вот просто так же ничего не случается. Раз вот эти все разговоры пошли, значит они к чему-то. Постараемся их из стадии разговоров реализовать в какие-то действия, которые нам бы хоть какую-то пользу, кроме вот этой информации, могли бы принести. Еще один комментарий, который можно отнести достаточно условно, конечно, опять же к этой теме, но тем не менее еще одно очевидное невероятное для меня. Комментарий от Тимура Сейфуллина. Возможно, дело в кривизне моих рук, но у меня никогда не получается выбриться тэшкой так же чисто, как кассетником Вилкинсон. Или каким-то японцем. Хотя тэшки я перепробовал не одну, были и китайцы, был и Rockwell по скриптам. Так, никого не агитирую, просто констатация факта. Тимур. На самом деле вопросов-то много. То, что ты тэшек поперевидал, это хорошо, но успел ли ты сам себе технику поставить?
Потому что кассетники, они техники никакой не требуют, что он берешь, крябаешь, да и все, и тебе гарантированный результат. Не глубоко вспашивать, быстро щетина появится, но да, действительно, он гладненько может тебя побрить. И если, допустим, ты тэшкой бреешься, у тебя первая щетина появится где-то там, ну, через 12-18 часов, а после кассетника 6-8, но это ж никого не интересует. Главное, что ты сразу вот сейчас побрился, и ты гладенький. Вот именно это подкупает. Тэшки ты держал в руках, а насколько ты успел технику ты сам себе поставить, набить? Объясню почему я спрашиваю об этом. Потому что вот волос сам по себе он как растет, так и растет. И чтобы его сбрить, в принципе, там и все вот эти вот техногенные пляски с бубном-то и проходим. Подготовка, увлажнение волоса, подготовка эпидермиса. То есть вначале мы принимаем душ, тем самым увлажняя кожу. И мало того, что мы ее делаем эластичнее, так мы ее еще и пропитываем влагой впоследствии. Потом, когда будем бриться, это поможет станку скользить. Помимо, как бы, между прочим, мы еще и наполняем влагой наши волосы, ну, в смысле, щетину. Потом, после этого, если мы, допустим, наносим какой-то пришив, для кожи он как таковой роли-то большой не играет. А вот помочь размягчить наш волос, да, он, конечно, в состоянии. И специально пришивы именно вот такие химикаты добавляются, ну, составляющие, компоненты. Следующее. Мы делаем еще один компресс. Ну так, для разнообразия. Мы этим компрессом мы дополнительно размягчаем наши волосы. И плюс ко всему мы еще, ну, скажем так, если был нанесен пришейв, мы им даем этому пришейву, вот той составляющей, которая была в нем, лучше проникнуть в этот волос и как бы его сделать вот таким вот более. То есть убрать с него вот эту костянистость, что ли, чтобы потом, когда лезвие подойдет, его скосить. Ну и нельзя отрицать, что большинство людей, которые бреются, они в принципе бреются, это 3+. То есть 3 прохода плюс добривки. Почему? За счет того, что направление карты волос у всех людей разное. Волосы не растут везде одинаковые, и чтобы все направления выбрать, везде пройти против. Для чего против? Потому что когда волос растет вот так, первый раз, когда вы проходите, вы его сбриваете, естественно, когда лезвие подходит, волосок чуть-чуть наклоняется, а потом он пружинит обратно, и его все-таки какая-то часть остается. Следующий проход, когда вы проходите уже поперек, вы точно так же, лезвие, когда подходит, скашивает, он опять маленечко так пружинит, лезвие прошло, и все, и он опять потом встал, и его торчит уже пускай немного, но все-таки все еще торчит. Вы еще одну часть срезали. И последний, самый надежный и самый верный наш контрольный проход мы всегда делаем против роста. Потому что в этом случае мы уже, когда лезвие подходит, тут волос куда отклонять? Это только вот вы его на излом будете брать туда, а поломаться он никак не может, потому что мы его уже пропитали всем, чем могли, подготовили. Потом еще по мазкам, когда ходили, еще пену наносили, дополнительную смазку, скольжение для станка, плюс еще каждую ворсинку мы вот этим мылом впитали. Мы волос уже настолько напитали, что там никакого излома быть в принципе не может. И вот тут подходит наше красивое лезвие и убирает. Маленький камбэк на 3 минуты назад. Я никогда не могу побриться до конца хорошо тэшками. Выходит, у вас вот этого процесса-то никогда и не было. А если бы он был, то как вы тогда не побрились начисто? Вот вопрос. И я бы, может быть, как-то так вот сам себе поудивлялся, и там бы на месте вам чем-то ответил, но получилось, что сразу несколько людей говорили на тему тэшек-кассетников, в том числе вот и вы. Поэтому будь ласка, если вам не трудно, объясните все-таки, а как вы брились-то тэшками? Есть ли у вас техника, какую подготовку проводили? Проходили ли на 3+1, 3 прохода? И вообще, как это у вас все работало? То есть, ну, не может быть, чтобы тэшкой вы не могли выбриться лучше, чем кассетником, или хотя бы так же, чем кассетником. Вот этот вопрос интересен. Александр Тернавский. Доброй ночи, Вадим, пожалуйста, отконкретизируйте за компанию. Кто, откуда? Тоже вопросик возник. Откуда столько иудеизмов и мусульманизмов в общении? Это сразу же после того, как ответил на
украинизмы, да, или как это правильно по-французски. Ну, начнем с того, наверное, что я не вчера родился, и за все время, что вот сейчас вот топчу нашу Бренную, доводилось повидаться со многими людьми и пообщаться с ними. Слово «еврей» я первый раз услышал, наверное, когда мне было 21 год. И я 5 дней в поезде трясся, и в конце концов, когда нас в Риге высадили, в этот накопитель отправили, вот там впервые я услышал это слово. Потом, когда я вот этот факт уже со временем стал осознавать, то я понял, чем дальше на восток, тем меньше вот значения придают всем вот этим вот национальным вопросам, всем вот этим вот там дарам, вот это вот все как-то оно это. У нас, если говорят чукча, то имеют в виду не какую-то национальность, а то расхожее понятие среди простого среднего обывателя, что, мол, типа там недалекий человек, что-то типа такого. Ну, то есть у нас национализм сам по себе, он как-то так, не развит. Тут ему негде, тут неблагодатная почва. Тут столько национальностей, тут столько людей. У нас он плюнь на юг, 100 километров пролетишь, в казахов попадешь. 200 километров плюнь на север, в тайгу попадешь. 650 километров в одну сторону Новосиб, так там своих ребят хватает. А 600-700 километров на запад, там уже тюменцы, так с тюменцами вообще за эту тему лучше не говорить, потому что, если что, они так мазевают фестивали, что прям у нас это не развито. Это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса. На секундочку не забывайте, что моя жена мусульманка. И это первое поколение, когда она, как женщина, вышла замуж за русского, а ее брат Ренат, он как мужчина взял в жены русскую. То есть до этого были всегда только одни татары, башкирские татары. То есть получается сейчас мама говорит по-татарски, Лариска очень хорошо понимает, чуть-чуть говорит, Ренат старший брат, ее старший брат, правда он меня чуть-чуть постарше всего на 3 дня, у меня 8 мая, у него 5 мая, но тем не менее, тот и говорит и понимает. То есть, татарские слова, они тоже иногда лепятся. А что касается иудеизмов, в Америке, наверное, где-то 4 человека еврейской национальности, это те люди, с которыми я общался, более-менее на постоянной основе, через день да каждый день. Один из них, это, конечно, Виктор, который уже, вот сколько мы в 2003 году познакомились, сейчас 2018, 15 лет является моим другом, и я бы очень хотел, чтобы он им оставался, потому что это тот человек, который, он не кричит, не свистит, глотку не дерет, но если что, он поможет, если что, он рядом, если что, я всегда ему помогу, чем смогу. То есть, он такой человек. То есть, вот он вот такой вот рубаха парень. И сейчас плюс прибавь еще, он там 3, сколько уже, нет, уже, наверное, человек 5 ребят с Израиля на нас подписано. Так что народу хватает. Здесь вот так вот в нашей округе самые большие диаспоры, это, наверное, все-таки казахская, немецкая, армянская неплохо. Про цыган вообще говорить не буду, потому что это их много, но они живут как-то локализованно, и на общественную жизнь они не сильно-то влияют. Раньше было, сейчас уже нет. И вот это все замешивается в том языке, который плавает в городе. И хочешь ты того или не хочешь, но ты говоришь на том языке, на котором общается социум, в котором ты купаешься, в котором ты плаваешь. Тот самый социум, после того, как ты проснулся, телевизор не считаем, там язык правильный. А вот ты позавтракал, вышел и бамс, и в тот самый социум окунулся. Не веришь? Вот не будет у тебя в подъезде лампочки, будешь идти, а кто-то там или кинет в тебя чем-то, или споткнется об тебя. Вот первая фраза, которую он скажет, или ты скажешь, это как раз вот язык того социума, где ты обитаешь. Вот и хочешь не хочешь, нахватаешься, вот отсюда все и вылетает, вот отсюда все и берется. Так что как-то так. Надеюсь, я ответил. Максимус С.
Тут вопрос такой интересный. Максимум СС спрашивает: Вадим, если ты говоришь, тэшки такие классные, то почему же народ с такой легкостью, в свое время брившийся этими тэшками, перешел на кассетники? Вот, говорит, что ты об этом думаешь? Ну, я у него там что-то там, типа, ответ на поверхности. А потом оказалось, что парень-то молодой, и он не застал этот период. Максимус, давай знаешь в чем? Ой, Максим. Я просто отвечу, как я это знаю, как я это понимаю, как через меня это прошло. Наверняка ребята, кто моего возраста, кто постарше, кто помладше, могут рассказать свою историю. Я расскажу свою. Это было все, наверное, где-то в 80-х годах, от 85-го до 90-го, в этих пределах. Вот в этих пределах где-то я вот четко уже начинаю позиционировать, что да, я уже смотрю Биг с синей ручкой, с белой головкой, там он такой загнутый, удобненький, классный, там желтые тоже всякие станочки были. Почему именно на них повелся? Я не помню, чтобы Т-образные станки в 80-х годах спокойно продавались в магазинах. Возможно, они были, даже больше, чем уверен, что они были. Я не помню, чтобы у нас на районе они продавались. Лезвия, да, тоже какие-то были, но я тоже не помню, чтобы, знаешь, вот куда зашел, и вот они там и есть. То есть вот куда бы ты ни зашел, везде лежат. Нет, такого тоже не помню. Но я прекрасно помню, как продавались желтые Биг, самые первые, которые появились. Вот еще ничего не было, а тут Биг. Мы от них от всех фанатели. Почему? Да потому что не надо было бегать искать лезвия. Не надо было бегать искать вот эти станки, там, по Москве или еще что-то. Ты просто пришел, куда бы ты ни пришел, и он везде есть. Ты просто купил, и тебе его хватает очень-очень-очень надолго. Мне одного такого станка хватало на 4, 5, 6 месяцев. И я бегал за ними, потом, когда они стали пропадать, искал их. Не всегда находил, но когда находил, был очень рад. Потому что, взяв такой станок, я закрывал себя на очень долгое время. Потом, к сожалению, они стали исчезать. Потом, после того, как они стали появляться, они уже были несколько другого качества. И вот так это все крутилось, пока они стали появляться вначале 2, потом 3, потом 4, потом 5. Ну, ты эту историю уже знаешь. Многокассетники. И каждый раз, когда появлялись с одним дополнительным лезвием, те старые, наступал такой момент, что их выпускали, не выпускали, а сбрасывали по дискаунту. То есть типа там вот это вот устаревшее, а вот это вот сейчас вот новенькое, берите, мы все для вас, там ты что, жилет лучше для мужчины, нет, все для вас. А вот эти бики, они уже стали подзабываться, потому что те старые, добрые, хорошие, надежные, острые, они уже канули в лету, их уже не было. А то, что сейчас продавалось, это были не те, которые были поначалу. Ну, естественно, я вначале переходил с биков на что-то такое, что я всегда мог купить. А потом, когда появились двухлезвенники, на двухлезвенные, потом на 3, потом на 4, подклинивать меня стало на 5 лезвиях. Вернее, даже начало на 3, на 5 закончило подклинивать. Потому что когда я вот увидел, что там, как это все идет, и как вот лично на мне это отражается, вначале это вызывало истерический смех, когда первый раз я услышал, что вот та полосочка алоэ вера зеленого цвета, которая идет на кассете «Жилет», она не только призвана, что вот когда во время бритья ты бреешь, она как бы оттягивает кожу, потом смачивает ее там каким-то специальным лосьоном, таким, чтобы у тебя все было по фэншую. Но будь внимателен, как только она изменит цвет на белесый, бросай все, беги и покупай новую. Это значит, что эта кассета кончилась. И мне стало так грустно, что я подумал, да идите вы в жопу, грустите сами. И начал искать тэшки. Ну вот, и несколько лет уже на тэшках. Вот такая вот моя история. Ты спрашивал, почему люди, несмотря на такую очевидную положительную динамику, которую дает тэшки, перешли на кассетники. В моем случае было так. Доступность. Доступность и реклама. Очень-очень-очень большие деньги во все это было вбухано, потому что все же это торговалось через большие сети, которые только-только тогда стали нарождаться. А там-то не думали, что лучше, что хуже, что выгоднее, вот то и продавали. Ну а это все на слуху, тем более вот они 90-е уже скоро начинались, а там Россия как бы, ну вот с 90-е годы я воспринимаю, как будто Россия, знаешь, вот, ну, вот стоит мужик, работает, а потом с работы пришел или вахта закончилась, он думал, что вот сейчас вот отдохнет, а хрен там. Ему просто
портки заставили снять и вот выставили на всеобщее обозрение. Вот что-то ты там провинился, вот иди, тебе там а-та-та скажут. Так вот и с нас портки сняли, вот 10 лет мы стояли со спущенными штанами. И слава богу, что ничего не случилось за это время. А ведь могло бы случиться так, что и страна бы кончилась. То есть это была не страна, это проходной двор. Форточки, двери, погреба, чердаки, все было открыто. Хочешь заноси, хочешь выноси, хочешь делай это, хочешь делай то. На власти, бандюганы, это все было, знаешь, так как-то связано, что ты порой уже не понимала, где власть, а где бандюганы. То есть вот так все было. Ну, сам понимаешь, но кто в это время стал бы думать за тышки? Вот так вот все и кончилось. Илья Калашник. Ребят, у парня история следующая. Он начинает бриться, покупает рапиру, рапира ему заходит по агрессивности, то есть нравится. Но человек задумался о том, чтобы взять что-то более-менее серьезное и стал приглядываться. По итогу вот у него копия 89-й головы китайская появилась. Все бы ничего, да копия ему попалась, пускай даже и качественно сделанная, но мягкая. Она его не бреет нифига, она мягче той рапиры, что у него была до этого. То есть человек как бы обманулся в ожиданиях своих. И он спрашивает: ребят, посоветуйте, о чем можно взять? Илья, давай так, я тебе со своей колокольни скажу, но больше чем уверен, что вот парни, они могли бы добавить-то не меньше. Как бы я в твоем случае поступил вот с этой точки зрения, которая вот есть на сегодня. Про регулируемые станки я тебе говорить не буду. Это само собой, это сработает. Что Прогресс, что Роквелл, что Q-Shape и же с ними. То есть вот эти все станки, они, да, они будут работать. Но судя по тому, что ты взял 89-ю китайскую голову, скорее всего, финансовая составляющая у тебя под вопросом. Поэтому, если опираться просто на финансовую составляющую, я бы взял у Яков вот этот станок. Цвет выберешь сам, какой тебе больше нравится. Мне черный нравится, но черный я хорошему человеку отправил. У меня вот красный остался, потому что он чуть-чуть облез. Ну, по бритью он 89-ю перешибает на раз-два. По качеству то же самое. По весу, ну по весу он не тяжелый, не легкий, он такой, знаешь, увесисто приятный, надежный. То есть, ну и стоит он сколько там, 12 баксов, то есть, ну это даже не вопрос, это вообще копейки. Я бы посмотрел в эту сторону. Плюс ко всему, давай знаешь что, я тебе сейчас вот вывешу вот эту вот таблицу, где ты сможешь посмотреть станки от 89 до 41 головы. Но если говорить за финансовую составляющую, тут может быть двоякое мнение, суть которого может сводиться к следующему. Да, ты вполне себе мог бы потратиться, допустим, там и на Пикколо. Но смотреть в сторону Фатипа в любом случае бесплатно не получится, там какую-то энную сумму нужно будет заплатить, а если говорить, допустим, за энную сумму, то и не обязательно, допустим, брать Роквелл не ржавый, можно взять Роквелл и Metal Gun. Сумма все равно не будет маленькой, там, если мне память не изменяет, по-моему, в районе 50-60 евро-туриков, но тем не менее это уже что-то будет серьезное, не на один день. Не, ну 60 баксов, да, согласись, все-таки это деньги. А что же еще можно было бы порекомендовать? Да, более-менее надежное. Да так сразу в голову ничего не идет, кроме вот этих вот кэшеевских дел. То есть тоже достаточно недорогие, с регулируемой агрессивностью. Но там нужно смотреть по отзывам на том сайте, где ты покупаешь, что было более-менее приличное количество положительных, потому что время от времени кэшеевы тоже попадаются людям в руки с неточной составляющей позиционирования лезвий. То есть лезвие приходится выставлять, не всегда оно точно становится. У меня, слава богу, все нормально, все хорошо, но ребята приходили, писали, что да, вот у меня проблема, у меня не работает. Сам по себе вариант достаточно бюджетный и по соотношению цена-качество, ого какой. Вот это я мог бы посоветовать. Ну а парни, возможно, тоже что-то присоветуют. Так что вот послушай, как поступить дальше, решай сам. Ну а то, что ты купил, ну оно явно мягкое. Явно мягкое, и понятно, что тебе пользы оно не принесет. Пока перебейся рапирой,
Ну а потом, как придешь к какому-то решению, что ты будешь брать, ну надеюсь, что новый станок тебе зайдет гораздо больше, ну и принесет тебе больше радости, чем прежняя копия 89-й головы. На этом, ребята, пора заканчивать, пора уже идти бриться. Ну и добра, счастья, радости, берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бог здоровья, пускай всегда все будет хорошо. Ну и до новых встреч, подписывайтесь на канал. Пока-пока.